Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. В этом видео я хочу поговорить немного с вами про корпуса для компьютеров, так как многие до сих пор не знают, на что именно нужно обращать внимание при выборе корпуса. Ну и как всегда я сделал подборку очень достойных корпусов, которые можно найти сейчас на рынке. Ну а перед тем, как мы перейдем к обзору корпусов, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А все ссылки на корпуса из этого ролика вы сможете найти в закрепленном комментарии под видео. И первым делом хочется вам рассказать, какие вообще бывают корпуса для домашних ПК. Если вы хоть раз присматривались к материнским платам в магазинах, то явно заметили, что есть платы размера ATX и есть микро ATX. Так вот, с корпусами точно так же, есть большие коробки, а есть чуть поменьше. Самое главное, что вам нужно знать, это то, что материнку микро ATX можно вставить в обычную коробку ATX, а наоборот сделать нельзя, так как корпуса микро ATX очень маленькие. Ну и исходя из этого, лучше всегда брать корпус для полноразмерных материнок, потому что маленький корпус просто будет обречен для установки большой платы, и апгрейд можно будет сделать только на такую же маленькую материнку. Так что в приоритете смотреть на корпуса именно размера ATX, чтобы потом не пришлось бежать на Авито и продавать свою маленькую коробку. Следующим фактором при выборе корпуса стоит его продуваемость. Чем больше отверстий для забора воздуха, тем более холодным будет ваше железо. Но не стоит забывать и про кулера, так как без кулеров смысла от этих отверстий не будет никакого. Сейчас на рынке корпусов можно найти много различных решений. В каких-то корпусах кулера уже будут идти в комплекте, а в каких-то нет. Но по классике сейчас все ставят 2-3 кулера спереди, которые забирают воздух через переднюю крышку, и один сзади для выдува. Также почти во всех корпусах сверху есть крепление еще для 2 кулеров. Они пригодятся, чтобы более эффективно отводить тепло от зоны питания процессора, ну или для установки водяного охлаждения. Ну и самое главное, на что нужно смотреть при выборе корпуса, это на забор воздуха спереди. Если там стоит стекло, то забор реализован только снизу, и в большинстве случаев такой корпус можно выбрать. Но более лучшим вариантом будет продуваемая сетка спереди, которая не будет препятствовать забору воздуха. Также при выборе корпуса стоит обратить внимание на количество отсеков под накопители. Обычно об этом пишут в характеристиках. Ну и давайте перейдем к обзору рынка корпусов. В наше время на нем очень большой выбор, но очень мало качественно продуваемых решений. А многие компании на претензии к плохой продувке стали вообще отвечать, что так видите ли видел дизайнер и мы вообще не при делах. Поэтому я решил собрать самые удачные корпуса на рынке, которые обладают как хорошей продувкой, так и большим количеством креплений под кулера. И как обычно, начнем с самых бюджетных корпусов и плавно перейдем к более дорогим решениям. Самым доступным сейчас корпусом по цене является Aerocool Aero 300 FAV. Он имеет достаточно много места внутри и хорошо продуваемую переднюю панель. В него можно спокойно установить пару кулеров спереди и один сверху. Однако в комплекте идет только один 120 кулер на выдув сзади, и все остальные вам придется докупать самостоятельно. Также стоит отметить наличие места под дисковод. Конечно, мало кто им уже пользуется, но для некоторых это просто необходимость. Плюс ко всему, за такой скромный бюджет имеются все пылевые фильтры и даже разъем USB 3.0 на передней панели. Ну и в него очень красиво будет установить светящиеся кулера на переднюю панель и сделать новогоднюю гирлянду. В общем, за свои деньги неплохой корпус для вашего ПК. А следующий корпус это прямой конкурент первого, только немного от другой фирмы. Это тоже весьма стильная коробка Formula CL505B, которая имеет на своем борту все необходимые крепления для установки кулеров. Только вот в комплекте кулеров вообще нету, и вам придется их покупать отдельно. А спереди можно будет поставить целых 3 кулера. Сверху 2 и сзади по классике 1 на выдув. В целом корпус тоже неплохой, но забор воздуха тут реализован не лучшим образом. И сверху тут решили поставить кусок пластмассы вместо сетки. Но даже нижней сетки вполне хватит, чтобы ваши комплектующие не задохнулись. А следующий корпус выйдет уже немножко дороже, но в целом цена оправдана 2 кулерами в комплекте. Это Zalman ZM T7. Корпус имеет полностью открытую переднюю панель с возможностью установки туда 3 кулеров. Один, кстати, уже будет идти в комплекте, но это какое-то очень странное решение. Обычно в таких корпусах ставят сразу 3 кулера, а тут решили поставить только один. Но такой корпус все равно выглядит немного лучше первых 2, так как имеет уже полностью открытую переднюю панель. А вот если вы соберетесь ставить кулера с подсветкой, то вам придется убрать родной кулер с передней панели и поставить его, например, сверху, так как во всех дешевых корпусах кулера идут обычно без подсветки. Ну и у компании Zalman есть еще один интересный корпус примерно в этом же ценовом диапазоне. Это Zalman S1, который за свой скромный бюджет готов предложить вам сразу 3 кулера на халяву. Правда, конструкция у этого корпуса какая-то не очень понятная. Они почему-то решили не закрывать отсек с блоком питания и накопителями, и через прозрачную боковую панель он смотрится как-то убого. Плюс ко всему передняя панель по сути глухая,
но они сделали специальные вырезы для забора воздуха. В целом корпус подойдет для тех, кто хочет за малый бюджет поставить и забыть, а не бегать и выбирать кулера для аналогичных моделей по цене. Но реализация передней панели не самая удачная, но за свои деньги в принципе пойдет. Ну а чутка дороже у Zalman есть еще один неплохой корпус. Это Zalman N2, который может похвастаться креплением под дисководы и 3 светящимися вентиляторами. На передней панели в комплекте сразу идут 2 кулера, которые устанавливаются чуть ниже дисковода. Для этих кулеров реализовали хороший забор воздуха через щели в пластмассе. Каким-то красивым внешним видом этот корпус особо не обладает, но задачей отвода тепла он точно справится. Из более дорогих корпусов можно отметить Aerocool Or Saturn, который имеет на своем борту сразу 4 кулера и отлично продуваемую переднюю панель. За эти деньги нам уже поставили кулера с RGB подсветкой, которая реализована по кругу, а также сделали небольшое окошко для блока питания, чтобы можно было видеть его модель. Единственное, что мне не очень понравилось в таком корпусе, это всего лишь одно крепление под кулер сверху. То есть водянку наверх вы уже не поставите, да и один кулер не сильно справится с отведением тепла от очень горячих процессоров. Но для средней игровой сборки такого корпуса хватит за глаза, а его прямым конкурентом выступает корпус Zalman i3. Это достаточно популярная модель в наше время. Он имеет все необходимые крепления для кулеров и сразу 4 кулера в комплекте, правда с обычной подсветкой. Такой корпус существует в 2 моделях, одна называется просто i3, а вторая i3 Edge. В первой на передней панели сделали сетку, а во второй уже стоит стекло. Преимущественно, конечно, брать обычную модель, так как стекло очень сильно портит воздушный поток. Ну а сверху у этого корпуса можно свободно поставить дополнительные 2 кулера для лучшего охлаждения. Еще одним неплохим блоком можно отметить Aerocool Aero One. У него в комплекте идет также 4 кулера, правда подсветка тут не управляемая, а передняя панель реализована в виде сеточки и спокойно пропускает через себя воздух. В целом неплохой блок за свои деньги, но жалко, что подсветка никак не управляется. И последним блоком, который я могу смело посоветовать к покупке, будет Zalman N5 TF. Это очень стильный корпус, в котором грамотно реализовали забор воздуха. Кулера тут закрыты красивым стеклом, но свободно забирают воздух через сеточки рядом. А корпус имеет все необходимые крепления для кулеров, и в комплекте даже идут сразу 4 вертушки, которые подключаются через хаб. Также тут реализован контроль подсветки и контроль оборотов кулеров. А с помощью переключателей на передней панели вы сможете сделать подсветку более тусклой или вообще выключить. А кулера можно выставить на 50% мощности или вообще отключить. Это очень пригодится тем, кто любит тишину во время серфинга в интернете или просмотра фильма. А в играх всегда можно будет включить кулера обратно. В общем, вот такой топ корпусов у меня получился. Я не стал затрагивать более дорогие решения, а привел самые доступные решения на рынке корпусов, которые имеют хорошую продуваемость и не сильно ударят вам по карману. Также хочу напомнить вам, что вы можете задать мне любой интересующий вас вопрос по сборке в комментариях под видео или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!